Всем привет, с вами Мастак Шоу, и сегодня у нас на повестке дня USP Genesis. В описании видео вы можете скачать шаблон, на котором указана толщина деталей. Клеим его на фанеру нужной толщины. Я использовал дешевые кухонные доски. Дальше занимаемся самым веселым делом, и это, да-да, выпиливание лобзиком. И да простят меня фанаты лобзика, что я использовал станок. В итоге у нас должно получиться всего 16 деталек. Сверлом делаем отверстия, с помощью которых чуть позже будем соединять наш корпус USP. Из обычной скрепки или маленьких гвоздиков делаем 3 маленьких скобы и прикрепляем их к деталям, как показано в видео. На этих деталях делаем небольшие углубления с помощью сверла. Далее все собираем и склеиваем точно так же, как показано в видео. Устанавливаем пружинку, которая будет возвращать наш затвор в исходное положение. Для соединения корпуса я использовал обычный карандаш, а также круглые бамбуковые палочки. Далее устанавливаем механизм спуска нашего затвора. И не забываем установить на свое законное место спусковой крючок. В итоге вы должны получить вот такую конструкцию. Далее уделяем внимание нашему магазину. Делаем 2 углубления, как показано в видео, на нашем магазине и корпусе. И, чтобы наш магазин не выпадал, приклеиваем туда 2 маленьких неодимовых магнита. Склеиваем нижнюю часть магазина. Как видим, теперь наш магазин не выпадает из рукояти. Приклеиваем нижнюю часть к магазину и откладываем в сторонку. Устанавливаем курок на свое место, как показано в видео. Закрепляем затвор и курок с помощью маленькой резинки. У вас должно получиться вот так. Приклеиваем оставшиеся наружные части пистолета.
Из обычной линейки вырезаем недостающие части затвора и приклеиваем их точно так же, как показано в видео. Далее склеиваем наш глушитель. Наш пистолет почти готов, осталось присоединить к нему глушитель. Для этого делаем на месте соединений отверстие. Которые нужно вставить и обрезать бамбуковые палочки, как показано на видео. Дальше приступаем к внешнему виду нашего пистолета. Наносим разметку, чтобы видеть, что и где нам дальше делать. Делаем имитацию нашего ствола в глушителе. Дальше снимаем углы на затворе и глушителе нашего пистолета. Это вы можете сделать с помощью рашпиля, напильника, наждачного круга или же просто наждачной бумагой. Все углубления на пистолете вырезаем с помощью стамески или же канцелярского ножа. Не забываем, что делать это нужно очень и очень аккуратно. С помощью гравера или наждачной бумаги делаем закругление на рукояти. А также выемки для извлечения магазина. Делаем углубление на задней части пистолета с обоих сторон. С помощью сверла делаем два углубления на правой стороне пистолета, как показано в видео. И приклеиваем в них нашу имитацию кнопок. А также приклеиваем остальные элементы на свои места. Для простоты крепления глушителя к пистолету я решил использовать неодимовые магниты.
Для этого их нужно приклеить, не забывая о полярности. И если честно, результат получился так себе. Поэтому я вклеил еще по магнитику на каждую сторону. В итоге результат очень порадовал. Все получилось прочно и надежно. Приклеиваем нашу оптику, то есть прицел, и кнопку фиксации магазина. А дальше погнали наносить наш скин. Основным слоем у нас будет цвет вороненой стали. Если у вас нет такого цвета, можете добавить в черную краску серебристый металлик. Лекало я сделал из обычной бумаги, не по шаблону, просто на глаз. Все остальные цвета скина мы будем наносить уже по этим лекалам. Как вы уже видите, вторым слоем я нанес темно-серую краску. И даже уже в таком виде пистолет выглядит очень круто. И если кому лень дальше заниматься покраской, можете оставить и так, выглядит как настоящий. Ну а мы не ищем легких путей, поэтому продолжаем дальше. Наносим слои белого цвета. Дальше у нас голубой и синий цвет. На данном этапе я даже задумался, а не сделать ли мне еще один пистолет, потому что и этот полускин очень и очень круто выглядит. Но, как бы мне не хотелось оставить все как есть, согласно скину мне нужно нанести еще 2 цвета краски. На нашей оптике, то есть прицеле, наносим точки с помощью гелевой ручки. Соответствующие надписи я сделал серебристым маркером.
В итоге у нас получился вот такой замечательный USP в скине Genesis, который в реале выглядит намного круче, чем по видео. На этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал Мастак Шоу, включить колокольчик, а также поделиться этим видео в соцсетях.